many people as you can. So do it quickly. Who are you? What do you do? What an intention is. Давайте потратим на это примерно 5 минут. Я бы хотела, чтобы вы это сделали с максимальным количеством людей. Просто вставайте, подходите к человеку и говорите это. Делайте это быстро, так, чтобы иметь возможность сказать максимальному количеству. Big smile on your face, lots of energy, get excited. С большой улыбкой на лице, с большим количеством энергии, с радостью. Давайте. So how many people changed their answer to number 1 and number 2? Как многие из вас изменили свой ответ на вопросы о первом и втором, на первый и второй вопрос? That's good, just a few. So that question is meant to stimulate some thinking. Эти вопросы для того, чтобы стимулировать ваше мышление. When we think about attracting and the law of attraction, we usually think about it from one place. Когда мы думаем о законе притяжения, мы обычно рассматриваем его с одной точки. I heard some people say I am a mother, other people say I am a father, somebody say I'm a business person, say their name, I am Mark. Большинство людей говорят, например, я мать, я отец. Кто-то говорит, я бизнесмен. Кто-то может сказать, например, я могу сказать, я Марк. But think about it, is that all who you are? Подумайте об этом. А это все, кто вы есть? I am a speaker, I am a father, I am a son, I am a brother. Я человек ищущий, я отец, я сын, я брат. I am a friend, I am a spiritual person. Я друг, я духовный человек. What I'm saying is, don't limit yourself to who you think you are or what you do. Я хочу сказать вам, не ограничивайте себя в том, что вы думаете, кто вы есть. There's a saying that I use that no matter who you think you are, you're always more than that. Есть такое высказывание, вне зависимости от того, кто вы думаете вы есть, вы всегда больше, чем это. So what we want to do is get you out of tiny thinking, small thinking, and cause your mind to start to expand so when you attract more of who and what you want. И то, чем мы будем заниматься, это тем, чтобы вывести вас из узкого мышления, из вашего способа думать мелко, для того, чтобы расширить сознание и чтобы вы достигали того, чего вы хотите. So just like with question number 3, during lunch, during the breaks, the rest of your life, when somebody asks you a question, who are you or what do you do? What if you started answering it from the place of where you want to be? Итак, с этого момента и во время ланча, и дальше всю вашу жизнь, когда вы будете отвечать на вопросы, кто я и что я делаю, отвечайте на них с позиции, где бы вы хотели оказаться, кем бы вы хотели быть, кем бы вы хотели себя видеть. We live in a universe that is constantly changing. Мы живем во Вселенной, которая все время меняется. And so are we. We once were little children, and now we're adults. И так же и мы. Когда-то мы были маленькими детьми, сейчас мы взрослые. So when somebody asks you that question, why don't you go ahead and allow yourself to think, if I get everything I manifested and I want to be who I am, how would I answer that question or those 3 questions from that point? А потому, когда кто-то вам задает этот вопрос, представьте себе, подумайте о том, вот если у вас уже все есть, если вы уже всего достигли, то кто я? И чего я хочу? И таким образом отвечайте на этот вопрос. And if you really want to expand your mind on this process, think about how you would answer those questions to your family, to your friends, to your coworkers. И если вы на самом деле хотите расширить свое сознание, то подумайте, как вы отвечаете на эти вопросы в вашей семье, вашим друзьям, вашим коллегам на работе. Think about what it would be like if your family, friends, and coworkers changed their answers to you. Подумайте, как бы это было, если бы ваша семья, ваши друзья и ваши коллеги на работе изменили эти ответы по отношению к вам.
So if you'll go to the microphones on either side and form a line and ask questions, that way everybody in the room can hear what you're saying. Итак, подходите к микрофонам и задавайте вопросы так, чтобы каждый слышал. Слова выходят быстрее, чем успеваю думать. Сейчас поясню. Я говорю, и только потом осознаю, что я говорю. That's becoming aware of what's going on inside of you. Это начало той осознанности о том, что происходит внутри вас. In a lot of the work that Joe and I do, И большая часть той работы, которую делаю Джо и я, it's almost as if there's somebody else talking and I can hear myself talking. это как бы слышание, внутреннее слышание, как будто кто-то говорит внутри. I learned to trust that part. I learned to let my inspiration, that part of the unconscious mind that we talk about, talk. Я научился разрешать этому происходить. Это вдохновение, это та часть меня, которая отвечает за вдохновение, говорит. I don't know if that's your experience or not. I don't know if it's is that. Я не знаю, так ли это в вашем случае или нет. Is that what he's talking Я about? говорю про себя в обществе, вот, ну, по крайней мере, в котором я нахожусь, это называется там ложь, ну или преувеличение. Can you give me an example? Можете привести пример? Да, скажем, я миллионер, который занимаюсь производством рыбных консервов. So here's a better way to frame the question then. So if this is very important, it's a great question. We'll sit here and think, okay, I'm a millionaire. Отличный вопрос. Итак, подумайте об этом на секунду. Я миллионер. And my mind go, that's not true. That's a lie. Ну, к примеру, я думаю, и тогда мозг говорит, но это неправда, это ложь. So what I do is I begin to change and say, I am becoming a millionaire. И что я делаю в этот момент? Я говорю, я становлюсь миллионером. If I was a millionaire, it would feel like this. И если я буду миллионером, то я буду чувствовать себя так. You see little children, they say, one day I want to be an astronaut or a race car driver. Ну, вы встречали маленьких детей, которые хотят быть, например, космонавтами? And they get in, they pretend they're driving a car, they go out and build toys, pretend they're flying to the moon. И они играют в это, они строят игрушки, притворяясь, что они как бы летят на Луну. Are they lying to themselves? А врут они в этот момент сами себе. Yeah, it's imaginary. This is what we're talking about doing, is we want you to make that comfortable, and we want to assist you in learning how to do that so you don't feel like you're lying to yourself. Вот это именно то, чему мы учим. Сделать так, чтобы вы проживали это состояние, чтобы у вас не было ощущения, что вы врете сами себе. But if you allow that type of thinking to then say, wow, this feels good to imagine this. This is, now you're getting the secret. И если вы разрешаете себе думать так, и переживаете эти ощущения, и говорите себе, как же здорово это чувствовать, то вот это и есть изучение, это и есть понимание вот этого секрета. Then something magical happens. И тогда происходит что-то волшебное. One day, all of a sudden, it just changes. И один день вот вдруг все поменяется. And you start to feel like you're telling yourself the truth. И вы начнете чувствовать так, как будто вы говорите себе правду. And your reality is different around you. И увидите вокруг себя другую реальность. Each person experiences this in their own time, in their own way. Каждый человек переживает это в свое время и именно своим способом. But the process is very similar with each of us. Но сам по себе процесс похож у каждого из нас. Does this help? Помогает? Не является ли это иллюзией? Я попробую объяснить. Вот я нахожусь в таком состоянии, но физически изменений не происходит. Происходит изменение эмоциональное, но никак не физическое. Я не произвожу консервы, хотя я могу это говорить. When I was a child, Когда я был ребенком, I used to dream and imagine what I would be like now as an adult.
Я часто представлял себе, каким я буду взрослым. Was I lying? Представлял себе, что я буду таким. Я себе врал? One day, I became an adult. We know, we look at human beings and they start off as a baby and they live to average 70, 80 years old. Ну, мы знаем, что в какой-то момент, когда мы дети, мы знаем, что мы станем взрослыми и доживем там примерно до 70 лет. What me and Joe are telling you is that it is the same process. That even though that part of your mind, and this is the part where we talk about the unconscious and doubt coming in. То, чему мы с Джо учим, это то, что та часть мозга, и это та часть, которую мы называем подсознанием. Even though that doubt is there, if you will practice, like I said earlier when the introduction, if you will practice this and play with it and experiment like a scientist, you will see changes. Та часть, которую мы называем подсознанием, даже если вы сомневаетесь, но вы это делаете, она приведет к изменениям. You are dealing with that part of the mind that all of us have that hard time. That is some less than others, some more than others. But that is the key part of the mind that we need to learn to become friends with, so to speak. Это та самая часть, которая вообще отвечает за все, что происходит в нашей жизни. Именно ее мы изучаем, именно с ней мы работаем. И именно она приведет к тем переменам. Я понял, просто к этому надо добавить действие, к тому, что происходит в голове, и то, что говорится, добавляется действие. That's exactly what it is. You work it through until it becomes comfortable in your heart, your feelings, your mind, and then you begin to take action as if that is the truth. Именно так. Вы работаете над этим, чтобы привыкнуть к этому, чтобы ваше сердце было сонастроено с этим, ваш разум, и тогда вы начинаете совершать действия, и это происходит, становится правдой. Let me add something to that. Позвольте мне добавить кое-что к этому. Where you are right now is a result of your past thinking. То место, где каждый из вас находится в данный момент, то состояние, это результат вашего прошлого опыта. In many ways, you already believe the lie. That's why you have a life of limitations. В определенном смысле каждый из вас уже верит в ложь, поэтому и есть ограничения. We're going to be teaching you this afternoon how to create a new life from your unconscious mind. И сегодня после обеда мы будем вас учить тому, как создать новую жизнь. It's important to realize that you created your life up to now with the same law of attraction, only you didn't know how to use it. Today and tomorrow you'll learn how to use it. Очень важно понимать, что ваша жизнь на сегодняшний момент была также создана с помощью секрета притяжения. Вы только не знали, как его использовать. Сегодня мы будем учить вас его использовать. You've already created a life. You're already wizards. You just didn't know what you were doing. And I don't mean that as an insult. I mean it that we're all unconscious until now. Вы уже создали свою жизнь, вы уже являетесь волшебниками своей жизни, создателями своей жизни, но вы просто не знали, как это действует. Сейчас это не упрек и не оскорбление, просто сейчас вы этому научитесь. I created my life as a homeless person. I recreated my life into a successful person. Я создал свою жизнь, в которой я стал бездомным, но потом я ее как бы переписал для того, чтобы стать счастливым человеком, успешным человеком. Хотела поделиться своими наблюдениями. Сейчас, когда мы выполняли вот это упражнение, и на третий вопрос я отвечала, что я на стадии проекта, то есть дело, которое я делаю, он у меня пока на бумаге и в мозгах. Когда я уже подходила там, к 5-6 человеку, я уже говорила, что я уже это делала, причем у меня были ощущения, что я действительно это делаю. Одна из целей, с которой я приехала на этот тренинг, это взять вот эту энергетику, как-то зарядиться, чтобы, приехав домой, уже начать осуществить тот проект, который у меня на бумаге есть. Вот. И сейчас у меня прям такая уверенность, что даже когда мы знакомились, отвечали на вопросы друг другу, у меня уже была уверенность, что я сейчас приеду и вот прям хоть сейчас могу тренинг провести. All of you are going to be like here, you're going to get more energy, you're going to get more inspiration, and you're going to go home on fire.
произойдет? Будет больше вдохновения, больше поддержки. И когда вы вернетесь домой, то просто вот взрыв, все произойдет. Скажите, пожалуйста, вот в контексте закона притяжения у каждого человека должен быть свой наставник? И если да, то как найти наставника, подобного Джо или Марку, рядом с собой? The law of attraction says you get whatever you believe. Закон притяжения гласит, ты получаешь то, во что ты веришь. So if you believe you need a teacher, then you're going to need a teacher. А потому, если ты считаешь, что тебе нужен наставник, значит, у тебя будет наставник. And if you believe you don't need a teacher, then you don't need a teacher. А если ты считаешь, что тебе не нужен наставник, тогда тебе не нужен наставник. There's no right or wrong. You can have either one. Тут нет правильно и неправильно, любой вариант. And if you do want a teacher, you will attract one. И если ты хочешь наставника, то ты его привлечешь. There's an old saying that says, when the student is ready, the teacher will appear. Есть старое высказывание: если ученик готов, учитель появится. Марк, вопрос к вам. Вопрос к Марку. Сколько лет вы уже используете закон притяжения, привлечения? И самое большое изменение в вашей жизни произошло за это время? То есть что вы притянули самое существенное? Like Joe said a minute ago, I have been attracting since I was born. Как Джо говорит только что, я привлекаю с момента рождения. Consciously, how long have I consciously been doing this? When I was a teenager, I read many books about the law of attraction or mind power. И если отвечать на вопрос, как долго я это делаю осознанно, то где-то, когда я был подростком, я начал читать книги о законе притяжения и о силе мысли. I didn't understand it then like I understand it now. В то время я не понимал этого так, как понимаю сейчас. Some of the things that I've played with, some of the techniques that I've used have been frightening in a sense. Некоторые вещи, с которыми я играл, какие-то техники, которые я использовал, они в определенном смысле были пугающими. Things were happening so fast when I was coming from a negative place that I did not like the changes. Когда я стал их применять, все стало происходить настолько быстро, что я не был готов к таким переменам. And so one of the reasons we're going to be working this weekend with everybody on feeling and on state is that we want to take you past our mistakes and teach you how to come from a happy, joy, wonderful place so you can manifest better. И то, чем мы будем заниматься в течение сегодняшнего и завтрашнего дня, это как найти внутреннее состояние счастья, комфорта, спокойствия, радости, для того, чтобы чувствовать и жить именно так. Shall I tell you a quick story about the best manifestation? Рассказать вам короткую историю о лучшем проявлении. It involves my good friend Joe Vitaly. История включает в себя, касается моего хорошего друга Джо Витале. I read one of his books, at the time it was called Spiritual Marketing. Я прочел одну из его книг, когда был студентом, она называется «Духовный маркетинг». It was about applying 5 steps towards getting what you want. Это книга о 5 шагах к достижению того, чего мы хотим. And what I did was, I was going to see a famous mentalist, a person that does magic and mentalism. И я хотел встретить известного, сложно перевести это на русский язык, известного гипнотизера, или там человека, мы дальше поймем по истории. And I wrote Joe and told him who the man was I was going to see. И я написала Джо письмо и рассказала ему, кто этот человек, с которым я хотел встретиться. Joe wrote me back immediately and said, I know him, I've worked with him before. Джо немедленно мне ответил и сказал, что он его знает. Я работал с ним раньше. I've done some marketing for him. Я выполнял для него некоторые услуги по маркетингу. Please tell him I said hello.
Пожалуйста, передай ему привет от меня. Now, I'm not going to go into this full story. I'm working up to another story. Прежде чем завершить эту историю, я вам расскажу следующую историю. I may have, if we have time this weekend, tell you what happened during that amazing story, but it's in Joe's book, The Attractor Factor. У нас будет время вернуться к этой истории. Она в книге Джо «Секрет притяжения». Some amazing things happened when I went and saw that man that night. Incredible things happened. Когда я увидел этого человека, невероятные вещи произошли. And it was not too long after that that I had got an email from Joe's secretary. И вскоре после этого я получил имейл от секретаря Джо. And it said that Joe was going to be having a seminar coming up soon, and he wanted to offer some scholarships, some free seats. И в этом имейле в этом письме было написано следующее, что Джо будет проводить тренинг, и он дает грант для участников, он отдает несколько мест на этом тренинге бесплатно. So he was holding a contest. И он объявил конкурс за эти места. If people would write in telling how they used the 5 steps that he wrote about in the book, the best stories would win free seats and scholarships at his event. Итак, вот эти бесплатные места, эта стипендия Джо должна была достаться тому, кто написал лучшие истории на тему того, как он применял 5 шагов достижения желаний в своей жизни. So when I went to see that gentleman a little bit before that, I had used the 5 steps, and now with this contest, I said, I'm going to use the 5 steps and tell about the story where I used the 5 steps. Когда я встречался вот с этим человеком, которого я так хотел встретить, я использовал те самые 5 шагов. И когда я узнала об этом конкурсе, я решила, что я напишу эту историю о том, как я использовал как раз эти 5 шагов для того, чтобы победить. The results were going to be coming in, I think it was 30 days or so, wasn't it, Joe? They would let us know in 30 days who the winners were. Результаты должны были быть объявлены через 30 дней. The next day, I got a letter from his secretary said, pack your bags. Joe loved the story so much, he's not waiting the 30 days. He wants you at that event. На следующий день я получил письмо от секретаря Джо, в котором было написано «Собирай чемоданы и приезжай прямо сейчас». Джо решил не ждать 30 дней, ему нравится твоя история больше всех остальных. But wait, it gets better. Но подождите, это еще не все. So I got to see Joe Vitaly the first time. We had been friends online. We had talked back and forth through email communication, but never met before then. Итак, это был тот самый первый раз, когда я должен был познакомиться с Джо Витале. Мы уже много к тому времени переписывались, обменивались имейлами, но мы никогда еще не видели друг друга вот живьем. He had the event in Austin, Texas, at a 5-star hotel, which is one of the best hotels in the United States. Это было мероприятие, это мероприятие проходило в штате Техас, в городе Остин, в 5-звездочном отеле, который, собственно, один из лучших отелей в Соединенных Штатах вообще. And I got there the night before. One of the speakers that was getting ready to speak was a young man, and he was very nervous. Я приехал туда немного раньше, еще вечером, и там было несколько выступающих. Один из них был молодой парень, видно было, что он очень волнуется. And I've been working with people with coaching and therapy for 20 plus years. Я работал с людьми в качестве коучера и терапевта больше, чем 20 лет. So I offered to help him before he got on stage the next day. Я предложил ему свою помощь для того, чтобы прежде чем он выйдет на сцену завтра. So I worked with him a little bit up on the stage. I told him to come up on the stage, and I did some work with him right on the stage. Итак, я поработал с ним и провел с ним некоторую работу перед сценой и, собственно, на сцене. And when he was done, there was nobody left, and it was semi-dark in the audience, and I said, I'm going to stay up here on stage and imagine this feeling and how good this is. И после того, как это закончилось, и в зале было темно, я провел свою работу с ним. Я остался для того, чтобы почувствовать, прожить это ощущение. So I walked around the stage with nobody out there, and I imagined what it would be like speaking at this event.
И никого уже не было вокруг, и я ходила вокруг сцены, по сцене, просто чтобы представить себе, вот как это чувствуется. And I started to feel really good about it and very confident, very comfortable. И я начал себя чувствовать очень, очень хорошо и очень уверенно. Now, I had spoken before, but nothing like this. У меня были выступления раньше, но ничего похожего на это. I went around this hotel. The hotel has been visited by kings and queens and dignitaries and heads of state and some of the wealthiest people ever to be on earth. Я прогулялся вокруг отеля. Это шикарный отель. В нем останавливались короли и королевы и самые выдающиеся люди этого мира. And I walked around the hotel and they had these beautiful chairs at different places in the hotel. И я гулял вокруг отеля, и там в разных местах вокруг него были расставлены стулья. Sitting next to expensive mirrors and painting. One painting was worth $11 million. Например, там висели очень дорогие картины. Одна из картин стоимостью $11 миллионов, возле нее стоял стул, я присел. And pay attention to what I'm telling you in the story. There's a process. There is something going on underneath the story. И будьте внимательны, пока я рассказываю эту историю. В ней есть процесс, есть что-то, вот что происходит между строк в той истории, которую я рассказываю. So I sat in those chairs and I imagined being back here one day and putting on my own seminar at this hotel. I imagined what the people that had been here, the kings, the queens, the wealthy people, what they felt like being there from a wealthy point of view. Итак, я присел на этот стул рядом с этой картиной и представил себе, что я провожу свой собственный семинар. Вот прямо в этом отеле. Я представил себе, что чувствовали короли и королевы, которые останавливаются в этом отеле, вот в своем состоянии. Я стал думать об этом с точки зрения уже богатства. 4 years later, 4 года спустя I not only got to put on the seminar there, I got to put on the seminar with Dr. Joe Vitelli. Я проводил семинар в этом отеле с доктором Джо Витале. We did the seminar together. Мы провели тренинг вместе. And filled the place, much like this. И заполнили весь этот зал. So was I lying to myself sitting in those chairs and standing on stage? Теперь скажите мне, когда я сидел тогда на стуле, когда я представлял себе там на сцене, я что, себе врал? I don't know, maybe I was. Я не знаю, может, врал. But I like the results. Но мне нравятся результаты. Вопрос о 3 желаниях, наиболее значимых, которые мы записывали в начале тренинга. Я думаю, ко всеобщему удовольствию, если Джо озвучит свои 3 желания, исключая, конечно, то, что он зарабатывает деньги гастролями, но наиболее значимые в настоящий момент. Пожалуйста. Джо спрашивает, мы оба или только он? Мы в 2 раза больше получим удовольствие, если вы оба ответите на этот вопрос. Джо хочет дать себе время подумать. Нет. Да, прямо сейчас, но я первый, говорит Джо. I've started a movement to end homelessness in the USA. So my first wish is that happens easily and quickly. Я основал движение по прекращению бездомности в Соединенных Штатах, для того, чтобы не было больше бездомных в Соединенных Штатах, и мое желание, чтобы это произошло быстро. I've written a book called Attract Money Now that I'm giving away to everybody on the planet to end poverty. Я написал книгу «Привлеки деньги сейчас», которую я раздаю бесплатно для того, чтобы прекратить бедность во всем мире. And anybody here can have it at www.attractmoneynow. Каждый из вас здесь может ее получить, если зайдет на сайт www.attractmoneynow.com, получить совершенно бесплатно. It's in English right now, but we will have a translation because in Moscow 6 people volunteered. Она пока существует в английском варианте, но у нас скоро будет перевод
перевод, потому что на московском тренинге 6 человек вызвались это сделать. And then Вот это одно слово. so those were two wishes, but my third wish is more self-serving. Это были 2 желания. Мое 3-е желание больше направлено на самого себя. I am looking for a 7-string Russian guitar. Я ищу 7-струнную русскую гитару. First one is, Joe, I have a car back in the United States that's an older car with lots of miles on it. У меня в Соединенных Штатах есть машина. Это не новая машина, у нее большой пробег. And my father installed a good belief system in me years ago. Мой отец внедрил в меня хорошую систему убеждений много лет назад. He was a wealthy man. Он был богатым человеком. And he said, son, don't spend money on cars because they depreciate so much in value. И он мне сказал, сын, не трать деньги на автомобили, они очень быстро теряют в цене. So take it for as long as you can drive it, and then buy another one that's been used, not too long, but used, and then take that to the end. И он говорил, что бери не новый автомобиль, проезди на нем столько, сколько сможешь, потом покупай следующий, тоже не новый, но не с большим пробегом, а так, чтобы чуть-чуть, и тоже на нем езди, ну вот как-то так. Now my friend, Dr. Joe Vitale, doesn't like riding in older cars. Но мой друг Джо Витале, ему не нравятся не новые автомобили. Unless they're classic cars. Ну, разве что они классические, какие-то совершенно выдающиеся. And he says to me, you've driven my BMWs, you drive my Rolls Royce all the time. When are you going to get a new car? И он мне говорит, ты ездишь на моих BMW, на моих Rolls-Royce, когда у тебя самого будет новый автомобиль? And I kind of go back to thinking like my dad was thinking. Ну, а я в этот момент вспоминаю, что мне говорил отец, и так как-то вот. But Joe is persistent. Но Джо человек настойчивый. He says, start expanding your thinking. What if you did have another car? What if you didn't have to worry about your father's belief system? What kind of car would you want? А Джо заставляет меня задуматься и расширить свое сознание. Говорит, ну а что, если бы не было этого убеждения, которое в тебя внедрил твой отец? Вот представь себе, как бы ты чувствовал себя, если бы у тебя был новый автомобиль. And I didn't know because I hadn't really looked at new cars. I see them on the highway, but I never really looked and said, what makes me feel exciting? Ну а я не знаю, потому что я никогда даже не начинал думать, вот как это, если бы у меня был новый автомобиль. Я не применял этого, не проецировал этого на себя. Да, я вижу машины разные хорошие там на дорогах, но никогда не думал о себе в таком ракурсе. So the other day I was looking through a magazine, a Russian magazine. Ну и тут вот недавно я перелистывал русский журнал. And I saw a BMW. Joe has the 645i sports car, but this was a BMW 7 Series. И там я увидел BMW. У Джо как раз BMW 645, спортивная версия, спортивная модель. А там была 7-я серия BMW. I said to Joe, I kind of like this car. Ну, я посмотрел, сказал Джо, ну, в общем, мне нравится эта машина. He says, okay. He said, well, we'll have to get you a test drive and imagine what it feels like. Just see the car, get a feeling of the car. И Джо мне сказал, ну что ж, тогда, возьми тест-драйв, тебе нужно вот, как-то почувствовать себя в этой машине, побыть в ней, примерить ее на себя. 2 days ago, when we were going to the press conference, А 2 дня назад, когда мы ехали на пресс-конференцию, the driver that was driving us around couldn't make it. водитель, который нас возил везде, он в этот момент не смог. And I think you can already imagine the guy that pulled up to drive us had a brand new BMW 7 Series. Ну и, наверное, вы можете себе уже представить, что новый водитель, который к нам подъехал, он был за рулем свежей, новой BMW 7 серии. So Joe said, is that quick enough? Ну, на что мне Джо сказал, как тебе, быстро, нет? I said, I think I'll take that as a sign. I'm now manifesting a BMW 7 Series. Ну, и я ответил, что да, в общем, это знак. И сейчас я хочу BMW 7 серии.
The other thing is to take the message that Joe and I believe in our hearts around the world, and the third thing would be to create the products in the languages such as Russian, so people all over the world can really get this. Итак, второе мое желание – это донести тот посыл, в который верим Джо и я, распространить его по всему миру. А третье – перевести, сделать доступными те продукты, которые мы предлагаем, те услуги, те сервисы, сделать их доступными в России и по-русски, для того, чтобы вы получили к ним ко всем доступ здесь. This beautiful lady has been very patient, so we better find out what she has before lunch. Какая терпеливая девушка, и давайте поскорее узнаем, что же она хочет. Меня зовут Женя, я счастливая девочка, потому что у меня самые замечательные друзья. Я занимаюсь организацией праздников, и я здесь, чтобы разобраться в своих желаниях. Итак, вопрос. Насчет желаний. На самом деле, лет так 5 назад, когда я заканчивала университет и устраивалась на работе, я думала, что, пришла к выводу, что все, чего я хотела с детства, у меня осуществляется. Что вот вся моя жизнь сейчас, все, что там у меня случилось, все люди, которые меня окружают, это то, действительно, о чем я мечтала. Но есть такие вещи, которые преследуют меня вот с самого детства, там, лет с 4. И они время от времени возвращаются в мою жизнь, и несмотря на то, что я довольна сегодняшней работой, довольна моими друзьями, моим мужем, всем вроде бы довольна, но вот это желание постоянно приходит. Значит ли это, что нельзя предавать своих желаний, и нужно уже к нему идти? Или всегда в нашей жизни есть какие-то такие иллюзии, которые не осуществились и не осуществились. Относиться к этому просто как к детским мечтам. Вот как разобраться, это самоцель, это желание, или каприз, что-то еще? Что это самоцель или? Или это там каприз, или что-то там еще. То есть то, что дает время от времени энергетическую подпитку, но не надо им заниматься. Как именно понять, что это твое желание, и ты для этого предназначен? Или раз уж оно не осуществилось, значит оно и не должно было осуществиться за столько лет. А вы хотите желание? Такое желание очень амбициозное. Сниматься в кино, в мюзиклах. Просто у меня так получилось, что в последний момент, последние пару месяцев, я встретилась с Дружининым, нашим известным хореографом, и он меня позвал в свою танцевальную школу, и я посмотрела его мюзикл. Это второй был после «Стиляк» мюзикл, который действительно меня впечатлил. До этого я терпеть не могла мюзиклы. В том числе и «Мулен Руж», как-то не привлекали. А тут я поняла, что я хочу не просто сниматься, а сниматься в мюзиклах. Я очень люблю танцевать. И что-то из детских таких иллюзий, когда все девочки мечтают стать актрисами, и думается, то ли подумаешь, все девочки мечтают, то ли действительно стоит к этому стремиться. Хотя муж не хочет переезжать в Москву, а вчера ему позвонили вечером и предложили работу в Москве, но он отказывается. И я думаю, неспроста. Предложили работу мужу моему, который всеми силами пытается укорениться в Новосибирске, потому что он любит этот город, у него здесь все родственники, друзья. И я разрываюсь между любимым мужем и... Да. И думаю, может быть, все-таки мое желание здесь или мое желание там. Мужем. Да, потому что муж у меня действительно золотой мужчина, это мужчина моей мечты, мне все говорили, ой, ты ждешь принца. Нет, во что веришь, действительно сбывается. И у меня появился, такой мужчина. И что, где? Как определять, это знак или это так, соблазн? I'm glad we're breaking for lunch. Glad we're breaking for lunch. Хорошо, что у нас перерыв на ланч. То есть мы поговорим за ланчем. Mark, do you have a response before or after mine? Quick response. Короткий ответ. I would say, first of all, think about a little bit about what are you doing to create that type of situation in your life. Why are you manifesting those types of decisions? В первую очередь подумайте о том, как создать то, чего вы хотите в своей жизни. Каким образом это будет проявляться. But more importantly, Но что более важно,
what if you just imagined that situation being resolved without having to think about it, just feeling that the universe, that God has taken care of that you have manifested the answer to that question? Представьте себе, что это уже произошло, что эта ситуация уже разрешена, что вам не нужно думать о том, как этого достичь. И не нужно выбирать между тем и тем. Part of the process that we teach, and when we talk about the inspiration, часть процесса, которому мы учим, это вдохновение. That's where Joe and I live. We live to the point where we have many of these decisions, like you're saying, maybe not so intense right now, but we sit and say, we'll imagine and we trust that the answer will be given. И то, что мы делаем с Джо, например, это мы, когда нам приходится выбирать между какими-то решениями, может быть, не настолько серьезными, не столько напряженными, как у вас сейчас, но мы садимся и доверяем Вселенной, что это уже произошло, что это уже случилось. We have a saying that says to feel it and to trust the universe to work out the details. У нас есть выражение почувствовать и довериться, почувствуй и доверься Вселенной, и тогда у тебя будут детали, появятся детали, произойдут. So what would it be like if she imagined being the dancer and her husband being okay with it? Ну а потому, вот что если представить себе, вот вы себе представите, что вы как раз уже играете в мюзиклах, и муж с этим согласен, и все хорошо. So stay with that feeling. It's not an either or. You can have both. Вот просто оставайтесь с этим ощущением. Вам не нужно выбирать. У вас может быть и то, и другое. And her question is very relevant. И ваш вопрос очень актуальный. We'll explain all of this later this afternoon and some tomorrow. But you have an unconscious mind and a conscious mind. Мы будем объяснять как раз это сегодня чуть позже и весь завтрашний день. Но вот сейчас я могу сказать, у вас есть сознание и подсознание. And these blocks that you experience in your life, like this example, are coming from your unconscious mind. И вот эти блоки или ограничения, которые вы испытываете в своей жизни, как вот на вашем примере, они происходят из подсознания. And we will teach you clearing exercises to resolve the blocks in your unconscious mind. Мы будем учить вас упражнениям, которые очищают, снимают эти блоки, ограничения из подсознания. So once those blocks are removed, problems like this disappear. И как только эти блоки сняты, проблемы такого рода сами собой исчезают. And I personally can't wait to see this beautiful lady doing her musicals and being on stage and screen. Лично я просто не могу дождаться, когда я вас увижу звездой мюзиклов на сцене. Меня зовут Светлана. У меня очень трудно было с верой. Я не верила. Сейчас я верю. Все желания сбываются. Когда я первый раз посмотрела фильм «Секрет», и первого на экране увидела Джо, это была влюбленность. И я ждала, когда он наконец, его лицо, не другие, они, конечно, хорошо говорят, а когда он появится со своей обворожительной улыбкой, с красивыми ямочками. Я смотрела этот фильм 10 раз. И каждый раз все равно это внимание. Потом я прочитала книгу «Руководство к жизни». Влюбилась еще больше. И позавчера я узнаю... и когда я читала книгу, я... Вот бы с ним встретиться. Вот бы с ним... А потом, да ну нафиг. Какой он в Америке, а я в Сибири. И позавчера я узнаю
только позавчера, что Джо Витале в России желание сбылось. Are you ready to really knock this up a notch or two? Ну что, готовы дальше двигаться? Yeah, ready to get into some exercises to really attract what you want? Сейчас займемся упражнениями, которые помогут как раз привлечь все, что вы хотите. Are you ready? Готовы? All right, I want a response when I ask my question. Я когда задаю вопрос, я хочу слышать от вас ответ. Good, all right. Do you want advanced secrets? Хотите продвинутых секретов? We're going to teach you a technique that almost nobody has heard before or seen that will dramatically change your life. Мы будем учить вас технике, о которой почти никто никогда не слышал, и она поменяет вашу жизнь фантастическим образом. This is a breakthrough technique that's only been done one other time in Russia. И эта техника, техника, которая приносит невероятный прорыв, она проводилась только однажды в России. We're going to introduce it to you right now. И прямо сейчас мы собираемся представить ее вам. Do you want that? We've come a long way because we want to help you dissolve your limitations and attract your dreams. Мы проделали весь этот длинный путь для того, чтобы приехать к вам и помочь вам преодолеть собственные ограничения и привлечь свои желания. So I ask that you have a very open mind. А потому я прошу вас открыть ваше сознание. I ask that you leave all your preconceived ideas at the door. Я прошу вас оставить все ваши ограничивающие мысли за дверью. And I ask that you trust us to guide you into this secret power source. И прошу вас довериться нам в том, что мы будем вас вести через этот процесс. And I need all of you to agree to this. So if somebody objects, tell me now. Мне очень важно, чтобы все с этим были согласны. Поэтому, если у кого-то есть возражения, поднимайте руки. You all want miracles? Все готовы? Все хотят, чтобы я начал? You all want more power? Все хотят силы? I'm going to turn this over to Mark and let him guide you through this process, and I'm going to go through it with you to send even more energy to everybody. Сейчас я передам слово Марку, позволю ему провести вас через этот процесс, и я буду проходить его вместе с вами, для того, чтобы послать еще больше энергии в этот зал. We talk about the difference between the conscious and the unconscious mind. Мы говорили о сознании и о подсознании. And we talk about the unconscious blocks. Joe's been talking about that this morning. И уже в течение этого утра мы говорили о тех блоках, которые существуют в нашем подсознании. Now, most of us can change our thoughts if we're conscious of them. И большинство нас могут изменить эти блоки, как только узнают о них. And there's a lot of beliefs that are inside of us that we're not even aware of. В нашем подсознании много убеждений, о которых мы даже не знаем. But yet they affect us every day. И тем не менее, они каждый день на нас влияют. Our belief is if you didn't have these unconscious negative beliefs, we would all be living in a sort of heaven on earth. А мы верим в то, что если бы ни у кого из нас не осталось таких ограничивающих убеждений, то это было бы похоже, все мы жили бы в мире, который бы напоминал рай. And all manifesting what we want. И все имели бы то, чего хотим. But there is that part